Всем привет! Недавно наконец прошел Abyss of Darkness своим новым хардесом, и в этом видео я расскажу кратко о самых сложных противных моментах, расскажу, что будет после АОДа, все мои планы, и также расскажу полностью историю, как я пришел к прохождению этого уровня, и как оно все продвигалось, чем это закончилось, стоило ли оно того, сразу скажу, что не стоило. Ну, смотрите видео, что там. Мне еще надо 2 секунды поговорить, и начнется переход. Ну и начну я с того, что после АОДа я планирую очень жестко пофармить экстрим демоны, которые по сложности Tartarus, The Golden, Unknown, Sonic Wave, Infinity. Ну, я думаю, это очевидно вполне. Планирую я пройти в этом году Ахерон, Слаутерхаус, Кёки. Не знаю, вряд ли я все это смогу пройти за этот год, но хотелось бы, как бы это... Ну, мои планы пока что ближайшие. Sucrane Circles я вот точно планирую проходить. Уровень потому что не прям сложный и фановый. Я его давно хотел пройти, если честно. Поэтому, наверное, я его пройду. Делать какой-то переход с этого парта, который я только что рассказал, мне как-то впадло. Поэтому я просто сразу начну говорить про сложность Abyss of Darkness. И на монтаже я тут ставлю картинки, просто покажу эти фрагменты. Это не тотальный разбор, мне очень лень. Ну, точнее, я бы сделал тотальный разбор, но просто это не подходит сюда, поэтому скажу кратко про сложность, чтобы вы понимали, почему это плохой уровень. Вот, первым делом идет первый клик, логично, он очень много фармит попыток, по сложности он не очень сложный, но просто фармит попытки, не очень приятный, как бы на него с нуля внимания не обращаешь, просто фармишь на нем попыточки. Потом идет прыжок на кубе, последний клик, в 2.2 он сложный, 2.1 это фрища, который я каждую попытку битал. Потом идет прыжок на кубе, только на мегаскилле, он в 2.2 бафнулся. Стал тоже посложнее, но он полегче предыдущего клика, как мне кажется. Может, мне так кажется. Это не важно, в принципе. Потом идет клик, я не помню, какой там по счету должен был быть. По-моему, это 18-20. То есть там начинается, вы на скриншоте увидите, тут такой идет мини-вейв. Вот этот первый клик с отжатием. Именно вот это отжатие тяжело сделать. Это очень противное место. Если вы поиграете в АОД с нуля, то вы поймете, что это такое, насколько это ужасно. 19 и 20% просто, ну, тоже там можно умереть, тоже они неприятные, но 18% сложнее гораздо, как мне кажется. Следующее неприятное место – это клик на мини-вейве на 21%. Я на нем умирал, ну вот из недавних дней 61 раз я дошел до 21%, из них я 16, по-моему, раз умер на 21%. 2.2 там теперь баг, там нельзя теперь просто зажать, точнее, ты можешь, но ты словишь баг с большим довольно-таки шансом и умрешь на 22 либо на 21% на кубе. Чтобы этого избежать, надел дабл-клик, мне это не нравится, поэтому я это стерпел. Ну, короче, этот клик, он легкий, но противный, вы на нем будете умирать всегда просто. Ничего с этим не поделать. На 33% начинается третий hardest part в уровне по сложности. Начинается он с спортивного клика на 33. Он мне фармил очень много смертей. Я там умер раз 150, наверное, может 200, может даже 300. Я их не считал, не знаю почему. Но в дальнейшем прохождении я там начал умирать гораздо меньше, чем в самом начале игры с нуля. Вот. Потом идет парт. Ну, это все тот же парт, просто идет часть 39 по 43%. Очень тупой мини-вейв, как бы 296 раз я на нем умер. Потом 40% там неприятный дешорп, но 2.2 в принципе этот парт он стал проще, кроме первого клика опять же. На 41% противный тайминг, но я на нем редко довольно умирал. Уже 2.2, потому что он тоже стал проще. На 42 просто противный паучок, на нем много раз тоже умирал. На 43% там остается последний прыжок.
Я на нем один раз умер с нуля, это позор. На нем умирать вы не будете никогда. Это фрища. С 43 по 52% идет билдап. Он один из самых простых партов уровня. Там есть чукпоинты типа 47%, паук там, говна. На корабле я не умирал почти, не знаю, как там дохнуть на 48, это не чокпоинт, я считаю. 51-52, я не знаю, это позор там умирать, но я умирал. 2.2 там стало проще спамить, так что это место стало нормальным, я считаю. А потом идет у нас дроп. Начинается он с 53%, но на 53 сдохнуть очень тяжело, я один раз умер только. 54-57, на скриншоте тут видно, длинный парт такой. Тут просто, ну, чокпоинты. Тут на 54 какой-то майндблок был, я там умирал. На 57 я умирал. Это я там 28 раз, по-моему, умер примерно. Самое большое количество смертей на леспроценте именно там было. Вот, 58-59 фрища. Там умереть можно только если ты дурачок. Я это сделал много раз. Потом идет 61-62%. Это вот этот вейв, включая вот этот портал переворота. Портал переворота вообще, в принципе, фрища, но в 2.2 он стал гораздо сложнее, а 61 стал проще. Но причем на 61 и на 62 вы будете умирать, я думаю, в каждой версии, в принципе, это чокпоинт самый большой на дропе. Он очень противный, вот, что могу сказать, ну, просто сложные фреймперфекты тут присутствуют, как бы, да. Идем дальше. Начиная с 63%, заканчивая 70-м включительно, там можно НЛО по-разному проходить именно там. Ну, вы увидите в победной попытке дабл-кликом, там одно место прохожу. Вот мне так удобнее, потому что 2.1 там можно было в один клик битать скипом таким. Вот. Ну, это фрища парт, но я там умирал все равно. Ну, я везде умирал, увидите потом в описании. Потом идет, получается, 71%, он 2.1 сложный, 2.2 фрища, скипаем, 72, 74 фрища, 75 там D-Sharp надо зажать таким полудабл-кликом каким-то, я не знаю, как это назвать, можете посмотреть прохождение мое или другое какое-либо. 2.1 оно проходилось стабильно, 2.2 почему-то перестало, я не знаю, с чем это связано вообще. Потом идет отжатие, сложное довольно. Потом на 76 идет зажатие внизу. Вот. Ну, 76-77% это чокпоинты сплошные. Это сложное тоже очень место. Одно из сложнейших в уровне. Потом идет паучок. Да, потом идет робот. И вот на роботе есть микроклик. Я его не мог выполнить, потому что он почему-то при волнении просто я нажимаю на клавишу, и палец у меня где-то зависает в воздухе, мне не получается сделать этот микроклик. Я там 8 раз умер. Никто столько не умирал даже близко. Максимум, что я видел, это там 3 раза умирали. Это frame perfect, но это легкий клик. Я не знаю, почему я там умирал. Опустим это. 82 фрища там нельзя умереть, на 83 клик в 2.1 проходил стабильно, в 2.2 он стал сложнее тайминг там, но он все равно довольно-таки консистент, там тяжело умереть, но реально. Потом начинается XNGP, Last Part, так называемый, 85-86%, 2 полуслепых клика. Это я там умирал много довольно, ну вы в описании можете посмотреть сколько раз. Потом идет 87 и 89%, ну, тире там между ними. Там я хз как умереть, сложно довольно. 90% начинается вейв адский, 91% продолжается вейв, там я тоже умирал много, это сложное место, очень рандомное. С 92 по 94% фрища, ну, почти невозможно умереть нам никак. И потом вот я вставлю тут скриншотик, 95-100, всем знакомый, это полный ад, одна из самых сложнейших частей просто в этом уровне, и, возможно, самая сложная 5% в конце среди всех уровней. Нигде я такого ада не видел, относительно уровня, опять же. А теперь я расскажу полностью историю, как я начал проходить этот уровень и чем это все закончилось.
20 января я добиваю Труефет. И получается я становлюсь топ-10 аркадителей, смотрите по 5 хардестам. После чего я начинаю играть Дельту, которая у меня что-то не шла. Но я сделал 57-100, как я думал, самый большой прогресс в РК. Потом мне Файнон написал в ЛС, что Виктор Кей, насколько я помню, там 57 поставил с 0 57-100. И я подумал, что мне нет шансов пройти, поэтому подумал, ну ладно, я все-таки пойду в АОТ. АОТ мне казался самым фановым уровнем в топ-10. И получается я выкатываю пост, что начинаю АОТ. Примерное время прохождения 4 месяца, 120-30 тысяч попыток. Первый день АОДа начался на стриме по Дельте. Но не знаю, я его засчитаю за день АОДа. Но перейдем к первому дню, когда я играл уже в АОД нормально. Я поставил 73.97. Это 2,4 тысячи попыток. Потом через 3 минуты я ставлю 73.100. Свой первый прогресс, как он мне тогда казался, очень большой был. Потому что 70-100 это, ну, hardest part, как я думал. И не ошибся. На 5-й день АОДа я на стриме ставлю 52.91 и делаю 59.100 за 8600 попыток. Ну, еще там 3000 старых, но я их считать не буду, потому что там ничего почти не прошел. АОД, день 7. Я делаю 52.97 дважды, 52.92, после чего я ставлю 52.100 прямо на стриме. Попыток было 10 тысяч, сейчас вы увидите этот прогресс, вырезку со стрима. Какой-то день АОДа я наконец-то ставлю 43.100. Это было 12 февраля. Сейчас я точно вставлю, потому что видео у меня есть на компьютере моем так называемом. Abyss Dark на 43.100. 29 день АОДа. Я после большого анлака на Last Party с 32. Наконец, спустя 36,5 тысяч попыток ставлю 32.100. А вот 32.100, ура! 46-й день. Я наконец-то закрываю Abyss Darkness в 2 рана, поставив 34% с нуля. Тогда у меня было 55-56 тысяч попыток, вставлять не буду, потому что мне лень. День 55. Я второй раз дохожу до 51%. Повторяю свой рекорд предыдущий. А также делаю 55%. То есть я делаю свой первый лист процент. Тогда у меня было 69 или 70 тысяч попыток. Летом я решаю добить АОТ. И в свой, не помню какой день, я ставлю 62%, а также ставлю в этот день 9.97. Это мой лучший ран с 9, даже уже после прохождения. Это был 131 день. Потом я посмотрел перед сном прохождение Дилса, после чего замотивировался и ставлю на следующий день 71%. Новый рекорд. А также в этот день был поставлен 63 новым рекордом. Потом 11 июня я ставлю 80%. 12 числа происходит та самая смерть. 98%. А вот 98! Нет, 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 я тупой даун, блядь. Я тупой даун, я тупой даун, я тупой даун, я тупой даун, я тупой даун. Я не флюкнул, блядь, я... Нет, нет. Также это был флюк с 80%, то есть я мог флюкнуть XNGP первым в мире на тот момент. Но что-то пошло не так. Этот прогресс был поставлен за примерно 129 или 130 тысяч попыток. Потом я все не мог пройти, продолжал сливаться. Также у меня в этот день, когда я поставил 98%, начала болеть рука, что я не мог играть в Geometry Dash. Из-за того, что играл по 6 часов каждый день в течение недели.
И в итоге я набил где-то 160 тысяч попыток примерно, или 150 к июлю. В июле я попробовал поиграть, у меня все еще болела рука. Я забросил ГД на неделю и в июле почти не играл. Или играл, но очень мало. В августе я уже практически не играл в Vault. Только в последние дни я начал к нему возвращаться. Я уже начал понимать, что необходим фарм, и на тот момент я узнал про уровень Jigsaw, точнее про него знал, но его начали активно проходить. Поэтому я решил его пройти, и прошел я его налегке за 6 дней. 14 тысяч попыток новых было на нем. В сумме 17. Потом я прошел Прометей за 7 дней. Потом подумал, что пора вернуться в Vault. 250 день. У меня 100 лист процентов. 12 января 200 лист процентов. За последние несколько дней перед победой я почти каждый день дохожу до 79. Или же до 80. Умираю на 81 дважды, на 80, на 79. И потом, наконец-то, случается то, чего мы ожидали все это время. Сагер не пройдет, 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 86, а вот. Сагер не пройдет, Сагер не пройдет, Сагер не пройдет, 91. Сагер не пройдет, А вот 91 x 2. Сагер не пройдет, 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 95, а вот. 95, ебать. Сагер не пройдет, Сагер не пройдет, 91. Сагер не пройдет, 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 5. Сагер не пройдет, Сагер не пройдет, А вот 98. Нет, нет. Сагер не пройдет, 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 Сагер не пройдет. На спад.
прошел вот! Я прошел вот! Что? Я вот прошел! Что? Я прошел Beyond Darkness! Я прошел! Что, блядь? Ебать, он закончился! Запись следующая, бля. Двести 50 тысяч попыток. Я прошел вот. Я прошел вот. Я прошел вот. Я прошел вот. Что? Как? Что? Я вот прошел. Что, блядь? Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно просто. У меня стул упал. Что это такое? Блядь, я бумажку заживал. Что? Что? Как? Это закончилось, что? Я не верю, это невозможно. Я сплю. Это невозможно. Это невозможно. Я записи все что тут отрубил, когда я прошел, потому что что-то я зашелся, ладно. Так, посчитаем попытки. 14. Что? Я вот прошел. Так можно, что ли? Так, как плюсик добавить? Плюс 350 у меня потерялось вчера. Ну, примерно. Вот столько попыточек. Я прошел, а вот что? Что? Я вот прошел. Я реально вот прошел. Я вот прошел. Я вот прошел. Я прошел, а вот, 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 я прошел. Что? Я реально вот прошел. Блять, у меня голос уже сел, что? Я просто прошел, у меня стул упал. Я начал орать. Это не вот. Я не знаю, это бред просто. Я не знаю, сейчас фотку кину просто. Это такой бред. Ой, блин, я запись забыл отрубить. Не знаю, что, попыточку сыграем последнюю еще. В это дерьмо. Пройдем. Блин.